Привет, я Леонид Парфенов. Это спецвыпуск «События, люди, явления» группы «Самолет» в 2022 году. То, без чего невозможно представить, еще труднее понять самую быстрорастущую публичную компанию России. В 2022 год российские власти встречают с амбициозными планами. После пандемии впервые вырос ВВП и больше, чем ожидали. Правительство планирует дальнейший подъем экономики и профицитный бюджет. Хочу поблагодарить за активную работу над проектом бюджета. Вы провели огромную работу. И я надеюсь, что мы сегодня обсудим все те вопросы, которые стоят перед нами. Вопросы, в первую очередь, достижения национальных целей. Группа компаний «Самолет» начинает год лидером российского фондового рынка. Доходность ее акций превысила 400%. К началу 2022-го акции «Самолета» больше года торгуются на московской бирже. И «Самолет» рассказывает инвесторам о первых итогах специальным стримом под названием «Big Day». Капитализация группы превышает 300 миллиардов рублей. 5 миллиардов выплачено акционерам дивидендами. В главном рейтинге российских девелоперов, едином ресурсе застройщиков, «Самолет» на 3-м месте. Планы на наступивший год смелее, чем у российского правительства. Группа намеревается расти быстрее рынка и удвоить EBITDA – основной финансовый показатель. Мы удвоим EBITDA нашей группы, дивидендные выплаты нашим акционерам, количество активных клиентов «Самолет», количество сделок, которые идут через нас, долю довольных клиентов, готовых рекомендовать нас другим. Февраль 2022 меняет все планы. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Российские власти объявляют о начале на Украине так называемой специальной военной операции. До конца года она не закончится. Целые отрасли российской экономики ждут масштабные потрясения в течение года. Рынок недвижимости не исключение. Конечно, нас больше всего тревожит глобальный кризис. Мы видим сейчас в Западе станет ситуация тяжелее. Можете подождать, В магазине много людей. Ожидание в очереди 3 часа. В условиях максимальной неопределенности «Самолету» удается справиться с вызовами. В 2022 году компания выплачивает акционерам 5 миллиардов рублей дивидендов. Планирует перенести выплату еще 5 миллиардов рублей на 2023 и остается на уровне выплат прошлого года. На фоне всеобщей растерянности группа «Самолет» выпускает на своем YouTube-канале короткое видео для инвесторов, жителей и будущих клиентов. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем делать то, что умеем лучше всего – создавать дома, инфраструктуру и сервисы, которые экономят время на то, что действительно важно – семью, друзей, себя. Реакция в комментах. Успокоили. Спасибо за видео. Пожарные меры российских финансовых властей помогают стабилизировать валютный курс, но грозят разрушить весь рынок недвижимости. При 20% ключевой ставке Центробанка ставка ипотечного кредита неподъемная. Государство и девелоперы в сотрудничестве с банками субсидируют ипотечную ставку, чтобы покупатель смог осилить месячный платеж. Сейчас все клиенты смотрят на квартиру не с точки зрения ее стоимости, не с точки зрения цены метра, а с точки зрения ежемесячного платежа. Соответственно, революционная история заключалась в том, что ставка начала субсидироваться, ежемесячный платеж уменьшился, и тем самым рынок получил новых людей, которые смогли приобрести квартиру. К росту рынка это не привело. У многих девелоперов продажи падают или остаются на том же уровне. Решение, привлекшее клиентов к покупке жилья именно от «Самолета», сохранить прежние условия договоров и не ухудшать их, ссылаясь на тяжелый год.
Когда весной многие девелоперы хотели отказаться от отделки, чтобы продавать квартиры в бетоне, самолет такие вещи даже не рассматривал. Мы считаем, что это ключевая ценность для клиента. Тем самым мы нарастили непосредственно объем в массовом сегменте, свою долю рынка. И, в принципе, за весь год у нас не снижались цены, у нас постоянный рост цены тоже есть. В конце февраля на фондовом рынке России рекордное падение. У инвесторов паника. Московская биржа почти на месяц приостанавливает торги ценными бумагами. Капитализация всех российских девелоперов после 24 февраля уменьшается. При этом самолет единственный, у кого не падает оборот акций на бирже. Число физических лиц, акционеров группы компаний за 2022 год вырастает более чем вдвое – с 30 до 80 тысяч. Самолет ведет с инвесторами открытый диалог. К концу года станет ясно, что такой подход себя оправдал. Акционерам нравится наша стратегия агрессивного роста. Нравится то, что мы сфокусированы на устойчивом сегменте девелопмента, сегменте массового жилья. Нравится то, что мы, в отличие от многих других компаний на российском рынке, не прекратили раскрывать информацию. Мы активно развиваем наш телеграм-канал для инвесторов SMLT, _IR. Мы используем сеть для инвесторов Тинькофф Пульс, где у нас есть официальный аккаунт. Другие каналы, мы всегда на связи, мы открыты для общения, и мы видим, что инвесторы это ценят. Успешным для самолета 2022 станет также благодаря выходу в регионы, повышению цен из-за роста спроса, контролю за себестоимостью, импортозамещению и цифровизации. Мы практически удваиваем нашу EBITDA, основной финансовый показатель, до 48-50 миллиардов. Мы в 1,4 раза увеличиваем нашу выручку, почти до 200 миллиардов рублей. И, соответственно, наш ключевой операционный показатель, наши метры в продажах, они также растут до 1 100 000 метров. То есть, по большому счету, мы практически в 2 раза растем к прошлому году. Наши ожидания летом были еще более амбициозные. Если бы не сентябрьские события, я думаю, что мы с большой уверенностью эти ожидания даже превысили бы. В 2022 году страну покидают сотни иностранных компаний. Популярный мем. Об окончательном уходе из России объявил серотонин. Разрушение рынка меняет образ жизни и потребительские привычки россиян, сформированные за последние 20 лет. Конечно, вернуться. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Здесь хода нету, здесь никто не заходит. Заходит вон туда. Чуть-чуть подождите, вон туда. Группа компаний «Самолет» приходит на рынок мебели, который покинул шведский гигант IKEA. Квартиры в новых домах «Самолета» предлагаются с отделкой, меблировкой, техникой и декором. Въезжать в новую квартиру, где сразу можно жить, модель потребления, сменяющая прежнюю, когда купленная бетонная коробка, чтобы превратиться в жилье, требовала вложений, времени и нервов. Новосел пропускает сразу несколько хлопотных этапов. Поиск всего нужного на новом месте, доставка, монтаж. Это предложение сегодня выбирают 90%, почти все клиенты «Самолета». За счет ипотеки и оптовых закупок такой тюнинг купленного жилья обходится дешевле. Мебель и техника имеют гарантии. 32 варианта сетов предлагаются в вариантах для разных комнат – гостиной, детской, рабочего кабинета. Весной 2022-го Запад усиливает свои санкции. Власти разрешают компаниям не раскрывать финансовую отчетность, но это ухудшает корпоративное управление и мешает инвесторам понимать, что происходит с их деньгами. Центральному банку удалось сохранить стабильность национальной валюты.
Самолет увеличивает число независимых членов в Совете директоров и продолжает публиковать свои финансовые показатели, считая, что открытость и доверие инвесторов важнее всего. Приглашая в большую корпорацию стартап-менеджеров с опытом построения цифровых бизнесов, самолет принимает решение, совсем не характерное для российского рынка. В совете директоров компании сейчас 4 независимых директора. Сам приход мой в совет директоров, человека без корпоративного опыта, который всегда строил только технологические стартапы, это уже один из примеров того, как мыслит руководство самолета, нетривиально, синтетически. Мне кажется, именно это дает компании возможность активно развиваться. Все сотрудники в компании, все органы управления компании думают очень долгосрочно, и есть стремление построить великую компанию. Не только для нашего рынка, а вообще в мировом сравнении. Да? Соответственно, это компания, которая и по размеру, и по своим бизнес-модели, и по всем своим внутренним и внешним процессам имеет абсолютный шанс стать одной заметной такой компанией за историю. И это, конечно, очень интересно. В отличие от рынка первичной недвижимости, который хорошо себя чувствует благодаря программам господдержки и субсидиям девелоперов, вторичный рынок оказывается под давлением. Цены в этом сегменте стагнируют. Вторичный рынок менее прозрачный и более проблемный. Группа «Самолет» в 2022 запускает уникальный для России проект «Самолет Плюс» – онлайн-платформу и офлайн-офисы по всей стране. Цель – перенести преимущество первички на рынок вторички. «Самолет Плюс» – идея для партнеров в регионах. Ее оценили. В России уже более 400 точек нового сервиса. Это предложение для любого желающего открывать локальные отделения как часть узнаваемого федерального бренда. Консультация, вступительный взнос, обучение и особые условия от банков тоже для партнеров. Глобально мы видим «Самолет Плюс» как способ поменять рынок недвижимости. Вот кто знает, что такое рынок вторичной недвижимости, понимает, о чем я говорю. Это рынок серый, неструктурированный, небезопасный. Мы с вами тратим больше 50% денег, которых мы с вами в жизни заработали, на недвижимость. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы у человека была возможность эффективно использовать свой капитал, жить в квартире, которая ему действительно подходит, и спокойно, уверенно покупать на вторичном рынке готовые, отремонтированные с мебелью квартиры. И еще и с автомобилем, включенным в ипотеку. Официальные поставки многих товаров в Россию в 2022 году прекращены, и власти разрешают параллельный импорт. При трудностях с доставкой из-за рубежа возвращаются понятия времен советского дефицита. Родная вещь, фирма. 14 iPhone разрешите к параллельному вводу? Да, почему нет? Мы хотели часы купить. Неожиданно магазин закрыт. Попытки под видом параллельного импорта ввести поддельные товары, с этим мы, безусловно, боремся. Группа компаний «Самолет» в 2022 году запускает онлайн-магазин. У бренда из мира недвижимости теперь есть своя фирменная одежда и разнообразные именные мелочи. В общем, мерч. Надпись свежим чистым шрифтом «Самолет», знакомая десяткам тысяч жителей построенных домов и миллионам, слышавшим о компании из рекламы, напечатана на главной унисекс-одежде 21 века – худи. В онлайн-магазине «Самолета» еще сумки, термосы, блокноты, свитшоты с сокращенной надписью «СМЛТ» для тех, кто в теме. Свободный стиль одежды, принятый в компании, выделяет топ-менеджеров «Самолета» на официальных мероприятиях, где большинство и чиновники, и бизнеса все еще ходят в костюмах.
Рынок недвижимости в России по европейским меркам огромный. Работающие на нем компании крупнейшие в Европе, но нестабильность 2022 заставляет многих из них отложить запуск новых проектов. Группа «Самолет» продолжает выводить новые проекты и в мае поднимается на 2-е место по объемам строительства в рейтинге единого ресурса российских застройщиков и становится 2-м по величине европейским девелопером. Увеличивая объем строительства, компания сохраняет качество продукта. В «Самолете» выделяют 4 фактора, которые обеспечили лидерство. Первый фактор – это большой земельный банк. Второй фактор – это BIM-проектирование, либо 3D-проектирование. То есть мы проектируем не на чертежах плоских, которые между собой не связаны, а делаем комплексную математическую модель всего здания. То есть любой человек, который когда-то делал ремонт в своей квартире, представляет, как было бы здорово в конце дня понимать, а что же по факту сделали. Вот мы это плюс-минус понимаем. Третий фактор, который сработал, это производственная система «Самолет». То есть у нас есть набор правил и набор практик, которые позволяют нам быстро запускать, выводить и реализовывать проекты. И четвертая вещь, которая, мне кажется, позволила нам выйти на второе место, и, я надеюсь, позволит нам стать самым крупным застройщиком в мире, это решение принимается на земле. И это дает огромный эффект. Почему? Потому что при масштабировании не нужно бежать к начальнику и согласовывать, какого цвета выбрать кирпич, условно. К лету 2022 года становится ясно, экономическая катастрофа не случилась, хотя в некоторых отраслях шок невиданный. Падение производства в отечественном автопроме 97%. С уходом Рено «Москвич» находится на простое, но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. Российским авиакомпаниям запрещено летать в Евросоюз и над ним. Ясно, что дальше будет хуже. Вопрос, насколько? Санкций не боитесь? Санкции у нас с 2014 года. Эти заводы продолжат свою работу, но уже с новым собственником. Те санкции, которые были объявлены, они дали нам шанс для собственного развития. Хорошая новость от «Самолета». В июне девелопер представляет концепцию «Жизнь по подписке», предлагая покупать не просто квадратные метры, а сценарии жизни. Сценарии разные. В их пакет может входить покупка квартиры, мебели, переезд, медицинские или образовательные услуги, каршеринг. Для «Самолета» это выход на новый уровень, вызов технологическим компаниям-лидерам Яндексу, Тинькофф, Озону в предоставлении разных услуг и сервисов. Наш бизнес не в том, чтобы построить и впарить кому-то квартиру, а наш бизнес в том, что мы продаем жизнь по подписке или сценарии жизни. Сейчас это звучит фантастически, но мы сделаем продукт, когда вы получаете сразу комплексное решение с мебелью, с умным домом, машиной, образованием, медициной. И все это будет включено в сценарий жизни. Мы на самом деле это все делаем уже, это не фантазии. Это какое-то системное, последовательное, долгосрочное видение, которое у нас есть. В качестве примера я рассказываю следующую историю, что наш агент, молодой начинающий, который работает в «Самолете плюс» условно где-то в Уфе, он, если успешно работает, зарабатывает 40-50 тысяч рублей в месяц. Это значит, что по курсу, который был в этом году, он зарабатывает приблизительно 800-1000 долларов в месяц. Если сравнить его качество жизни и то, как он живет, с тем, как живет его американский коллега, который занимается тем же самым и зарабатывает условно ту же 1000 долларов, мы неожиданно поймем, что это вообще принципиально разные два качества жизни. Американский коллега будет жить в новом доме с красивой мебелью, с новой техникой. У американского коллеги будет возможность ездить на отдых в Майами, брать какие-то деньги, инвестировать в акции на бирже, а также оплачивать дорогую учебу своих детей.
Наш человек, членов команды «Самолет» из Уфы, будет жить в старом доме, без ремонта, со старой техникой и экономить на всем подряд. Из-за чего и почему так получается? Так получается, потому что у нас до сих пор распространена старая советская модель потребления. Вот американский коллега, он будет эффективно использовать свой основной актив, то есть недвижимость. Он будет брать на нее ипотеку, потом вторую ипотеку, последующую третью ипотеку и использовать эти деньги для всего того, что я уже описал. У нашего коллеги из Уфы такой возможности не будет. И мы боремся вот именно с этой неэффективностью, с бедностью, которая возникает из-за неправильной модели потребления. Что мы можем предложить? Это если нам получится рынку предложить и давать людям возможность на вторичном рынке брать субсидированную ипотеку, то может так оказаться, что наш коллега из Уфы сможет купить квартиру, а также включить в стоимость этой квартиры хороший ремонт, хорошую технику новую, а также, возможно, сертификат на каршеринг или что-то еще, что ему нужно. А ипотечный платеж при этом снизится с условных 30 тысяч до 22. То есть значит, что он получит все то же самое, что ему предлагали раньше, но у него будет оставаться на 8 тысяч рублей в месяц больше, чем было в изначальном предложении. Именно в этом и есть весь смысл. Среди ушедших из России компаний весь Голливуд. Без мировых блокбастеров уже к лету оборот отечественного кинопроката падает на 72%. Многие залы попросту закрываются. При этом кризисе экранного смотрения в кварталах «Самолета» запущены бесплатные показы кино под открытым небом. Летнее кино и уличный театр для детей за сезон посмотрели более 5000 жителей домов «Самолета». Проведено 60 мероприятий, которые посетили более 21 тысячи жителей. День кино, день семьи, день спорта. Такой отдых вместе с соседями, а у нас во дворе, управляющие компании организуют не только ради хорошего настроения. Они измеряют и публикуют индекс лояльности жителей. За год он вырос до 30%. Только за первый месяц после 24 февраля Apple удалил из российского App Store почти 7 тысяч приложений. В первой волне покидающих страну заметнее всего отъезд айтишников, специалистов по информационным технологиям. Власти признают проблему, обещают не брать ценные кадры в армию и зовут обратно, предоставляя льготы. Точных цифр нету. Бывали популистские какие-то вбросы по поводу какого-то массового исхода, который не подтверждается. Внимание передовых компаний к IT еще сильнее. Девелоперский бизнес требует все большей цифровизации, и «Самолет» запускает программу искусственного интеллекта, которая станет призером конкурса российского Минстроя. Консервативная индустрия, долго сторонившаяся цифровых технологий, девелопмент сегодня интенсивно цифровизуется. При меньшем числе персонала работа идет быстрее и качественнее. Производительность растет и благодаря онлайн-синхронизации проектного института, завода и стройплощадки. За счет цифровизации, например, у нас базовый срок строительства 17-этажного дома с отделкой и с меблировкой сейчас 21 месяц до разрешения на ввода в эксплуатацию. На рынке это 31+. И, понятно, это дает колоссальный эффект на нашу экономику и на удовлетворенность клиента. Горячие новости 2022 года заслонили важную мировую тему последних лет – климатический кризис.
Экоактивисты напоминают об этой проблеме необычным способом – радикальными акциями в музеях по всему миру. What is worth more, art or life? В России первые массовые протестные экологические акции прогремели в конце 2010-х. Бизнес сам инициирует экологическую повестку. В жилых комплексах самолета в 2022-м заработали фондоматы – аппараты по приему использованной тары. За сдачу вторсырья жители получают эко-бонусы, которыми можно расплатиться в магазинах и за услуги ЖКХ. Одна бутылка в эко-бонусах – 1 рубль. Это, конечно, не про деньги. Более 500 000 собранных через фондоматы бутылок – это чистый двор и окрестности. Для самолета 2022 год региональных новостей. Группа «Первый» из московских девелоперов входит в 4 лидеров по продажам в Санкт-Петербурге и представляет свой первый проект на новом рынке, вне 2 столиц, в Тюмени. Основная сложность девелоперского бизнеса и основной его риски – это управление строительством. Особенно, когда ты им управляешь на удалении и в разных городах одновременно. И здесь очень мало кому это удается, и это определенный вызов. В том числе и для меня, для моей команды, и для компании. Мы в этом плане достаточно очень много тратим время на улучшение наших процессов, инструментов управления, цифровизации, тем, как управлять людьми, подрядчиками, качеством строительства для того, чтобы то, что мы изначально задумали вместе с архитекторами, реализовать и показать и жителям. За 2022 год самолет вышел в 5 регионов. Кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, компания представлена сегодня на Сахалине, во Владивостоке, в Тюмени, Казани и Краснодарском крае. Квартирный вопрос в России по-прежнему острый. В отдельной квартире живут почти 2/3 россиян. В отдельном доме меньше 1/3. А в мечтах ровно наоборот. Только 1/3 хочет жить в квартире, а 2/3 в своем доме, в каком-нибудь коттеджном поселке. Отвечая на этот запрос, в 2022 году самолет начинает менять рынок индивидуального жилищного строительства в России. Идея в том, чтобы предложить клиентам формат комфортного загородного жилья для постоянного проживания со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками, при этом жилья доступного. Стоимость дома площадью 90 метров будет начинаться от 9,9 миллионов рублей. В кластерах ИЖС будут коворкинги для удаленной работы, все для занятий спортом и совместного досуга, даже гончарные мастерские и парники для выращивания овощей. Первые ИЖС-кластеры будут построены в Подмосковье и Новой Москве. В условиях кризиса многие компании в России сокращают штат, но опросы показывают, тем, кто остается работать, важна поддержка, а работодателям нужны незаменимые сотрудники. Им помогают, обеспечивая бронь. Большинство специалистов, которые как-то эмоционально срефлексировали и отъезжали, они по тем или иным причинам вернулись. Я думаю, что самая главная причина – это то, что у нас сейчас гигантские возможности. Один из лучших российских работодателей, группа «Самолет», в 2022 году запускает экспериментальный проект 4-дневной рабочей недели. 70% ее сотрудников работают удаленно, оставаясь не обязательно в стране, но обязательно в компании. Открытость как часть деловой культуры важна и для инвесторов, и для команды самолета. Свободный рабочий график, удобный дресс-код, корпоративные мероприятия – это вовлеченность сотрудников, особенно важная в период энергичного роста компаний. Важный социальный проект – благотворительное сотрудничество с «Добрым домом» – московской гостиницей для онкобольных детей, приехавших в столицу на лечение. Здесь совершенно бесплатно могут проживать онкобольные дети со всей страны.
У их семей нету денег, чтобы арендовать жилье в столице, а их лечение длится долго. Добрый дом дает им не только крышу над головой. Здесь они учатся, развиваются, дружат. – 2022 – тяжелейший год для российского банковского сектора. Из страны ушли платежные системы Visa и MasterCard. Многие банки под санкциями. Мобильные приложения лидеров цифровых услуг больше недоступны в магазинах App Store и Google Play. Самолет в 2022 выделяет новое направление бизнеса – юнит «Самолет Банк» и планирует начало его работы на первые месяцы 2023 года. Девелопмент десятилетиями оставался бизнесом одной сделки – покупки жилья. Предложить клиенту цифровой банк от девелопера значит оставаться с ним дальше, чтобы он пользовался виртуальной картой в программе лояльности, удобно оплачивал коммуналку и услуги управляющей компании, оформлял страховки и делал инвестиции. Самолет Банк – новая вертикаль в группе компаний, создающая конкурентный финтех. Запуск цифрового банка станет первой большой новостью от Самолета и первым подобным продуктом в российском девелопменте. 2022 год – самый трудный для страны период в 21 веке. Не оправдался ни один прогноз начала года. Все итоговые цифры оказались хуже запланированных, и неопределенность в экономике такая, что сложно вообще говорить о перспективах. В условиях кризиса побеждают те, кто способен изменяться. С опытом сложнейшего 2022 при традициях открытости и доверия инвесторов группа «Самолет» строит планы на следующий год. В 2023 году мы продолжаем последовательно реализовывать нашу стратегию. Наша продаваемая площадь увеличится до 1,9 миллионов квадратных метров. Наша выручка увеличится до 350 миллиардов рублей. И наш один из основных финансовых показателей, результирующих нашей EBITDA, практически удвоится к 2022 году и по нашему плану превысит 90 миллиардов. Реализация всей этой стратегии не приведет к превышению долга более чем очень комфортный уровень, долг EBITDA 1,5. Что нам будет позволять это делать? Это и развитие нашего основного пока девелоперского направления. И плюс мы продолжаем инвестиции в наши недевелоперские направления. Ключевые направления развития — это и Самолет Плюс, наша платформа, и Самолет Банк, наше новое направление, и еще ряд других интересных инвестиционных направлений с большим потенциалом капитализации. Дело в правильной стратегии. Мы изначально правильно выбрали сегмент, выбрали продукт и собрали самый большой земельный банк в Российской Федерации. И сейчас мы начали правильное движение в сторону новых направлений. Мебель, дачка, ИЖС, вторичка и любые вещи, связанные с технологиями и цифровизацией. Это значит, что каким бы ни был сложным следующий год, а 2023, я думаю, для бизнеса будет непростым. Это значит, что самолет продолжит расти и обгонять своих конкурентов. У нас для этого есть все. И правильная миссия, и смысл того, что мы делаем, и стратегия, и продукт, и энергия самой лучшей команды. Это был спецвыпуск «События, люди, явления» группы «Самолет» в 2022. То, без чего невозможно представить, еще труднее понять самую быстрорастущую публичную компанию России. В следующем году новые рекорды, новые покупки и новые сервисы самолета. Счастливо!